Ребята, дорогие зрители, сегодня, к сожалению, влог начинается не с середины моря. Я нахожусь на палубе круизного лайнера, однако это не мешает прекрасно начать этот влог. Что ж, первый полет у нас. Летим мы 2 часа 50 минут до Белграда. Ну да. Ну, на самом деле прекрасно, потому что летим мы сибирскими авиалиниями. Какими? Да я ебанат. Сербскими. Сибирскими. Я еще дома об этом сказал. А где можно? Ладно, снимаем. Полиция нас не видит. Короче, сербскими авиалиниями мы летим всего 2 часа 50 минут, так бы летели 6 часов. Поэтому неплохой трейд-офф. Ну все, до встречи там в самолете, наверное, или уже непосредственно в Белграде. Нормальная вообще женщина? Нормально, она сделала замечание, ничего такого. А что ж такое? Давай же снимаем. Итак, ребята, мы прибыли в сербский аэропорт. Да, сербский, правильно сказал. Не сибирский. Сербский аэропорт имени Николы Теслы. И на самом деле аэропорт приятненький такой, нас встретил очень душный климат. Даже тут, находясь в помещении, как-то душненько. Развлечением на первые 15 минут у нас является прочтение всех вывесок в аэропорту. Потому что некоторые вывески читаемы даже для русскоязычных людей. Ну, не то чтобы читаемым, даже понять можно. В смысле, прочитать и понять. Познай Сербию, например, это изучи Сербию. Вот. Пролаз — это проход, а потом злаз — это выход. Излаз. Излаз — это выход. Подсказывает мне лингвист по сербскому языку Ана Засар. Да, так что такие дела. Мы остановились в укромном месте интимных дел. И сейчас выйдем в путь до отеля. На самом деле я хотел бы сходить в какой-нибудь магазин, купить, попить вкусняшек, но мне кажется, что поскольку сербы такие же европейцы, как и все остальные европейцы, они не очень любят работать по ночам. Но даже по вечерам они не очень любят работать, а тем более уж по ночам. Смотри, какой красивый маленький. Да, я вижу. Всем привет, наслаждайся. Нет, это мое. Что это твое? Мой влог. Не такое симпатичное местечко. Где-то там за углом наш отель. Это наш балкон. Милый. С не самым милым видом, но вполне даже. Вот он. Наверное, если... Ну, тут на голову плюнуть можно. Так, симпотно. Вот такой вот солнечный день нас встречает. Я в кофте. На самом деле, без кофты тоже было бы нормально.
Подходя к главной достопримечательности Сербии, это вот этой вот крепости. Вот тут вот виднеется памятник благодарности Франции за то, что она помогла Сербии во времена Первой мировой войны. Невероятно. А в этом парке еще есть корты для падлбола и детская площадка. Такой вот мост с арочкой, ведущий, видимо, к самой крепости. Я не знаю вообще, куда мы идем. Ну, куда глаза глядят. Ну, мужики кайфуют. Подходя к главной часовне, наверное, крепости, сербы решили представить достижения их средневековой армии. Ну, пожалуйста, посмотрите. Налево, направо. Вот. Что-то такими орудиями орудовали средневековые войны вместо копий. Ты веришь, что средневековые войны? Да, вот да, эти? средневековые вот так вот использовали, так дрались они. Поэтому... Сильная армия, конечно, Да, не было. поэтому они и остались страной. Вот. А все, у кого не были таких вот приспособлений, да, там троянским конем баловались. Ходим. Все, выключай этот поток. Пока. Древо. Послушав диалог местного гида, можем отвлечься от тематики Сербии. Например, интересный факт я услышал про Боснию и Герцеговину. Оказывается, в Боснии и Герцеговине 40% населения – это мусульмане, которые не боснийцы. 35% населения – это сербы, и 25% – это хорваты. То есть боснийцев, таких как чистокровных боснийцев, нету. Это намешанные культуры, народы. Вот, пожалуйста, смотрите. Обычная река Устье. девка. Устье реки Сава и Дунай. Какой, честно, какой из этих двух разделяющих на две реки, я без понятия. По-моему, вот это Дунай, а там дальше. Это Сава, а там дальше Дунай. Вот чуть дальше. Вот. Здесь вас эта информация поразила. Вы открыли этот влог специально, чтобы узнать, где находится Сава, а где Дунай. До скорых встреч. Пока. Добрый вечер. Что вы тут делаете? Неужели вы хотите, чтобы я вам рассказал про этот памятник? Памятник деспоту? Да, мне не нужно даже И что про думать. этот деспот? А куда что деспот по-сербски? Госпожа. А это кому? Ой, какая смехаха. Вот, смотрите, как он Выключил. женится. Я уже поженился. И мы- К разговору, о чем эта статуя. Статуя посвящена сербским солдатам и победе в Первой Балканской войне. Такой вот он немножко с оголтелой экзотикой. Вот. Ну, что поделать. Что естественно, то не безобразно. В продуктовом я взял себе Powerade. Тут кофе. Тут женщина какая-то странная. Я в сладостях. И, наверное, интересно показать вам цены. Плюс-минус. Маленький Твикс стоит 99 динар. Это примерно 80 рублей. 85, 80 рублей где-то, короче. Так что, в принципе, нам получится, что даже дороже, чем у нас. Не знаю, можем ли было сейчас заглянуть в какой-то художественный магазинчик.
Следующим образом, сейчас мы пройдем чуть-чуть подальше, выглядит здание посольства, ну или консульства, это Франция. Вон. Вот так оно выглядит. Прямо напротив парка с крепости находится такое красивое здание. А, вот. Эмбасси. Следующее здание у нас встречает посольство Австрии. Церковь Святого Михаила. Все за заборами, не хотят, чтобы мы видели красоту. Ой-ой-ой. Вау. Какие тут росписи. Начался дождь. Мы возвращаемся в отель. Побывали в торговом центре «Галерея». Да, он тут тоже так называется. Аня купила себе какие-то шмоточек. Я походил по магазинчикам. Мы поели. Ничего такого интересного. Просто какой-то фастфуд греческий. Вот, сверкает молния. Как я сказал, до отеля и потом в аэропорт. Ребята, мы решили зайти в Starbucks. Я взял себе вот такое. Я себе... Это лимонный... Это лимонад просто. Вот. Как можно поделать? Тут вроде без трубочки должно быть. Вот так вот. О май гад. У нас шоколад горячий, который я взяла. Я взяла горячий шоколад, и у нас намного вкуснее. Намного вкуснее. Прям-таки нашим. Или в цехе это вообще от малбашки. Там реально горячий шоколад. А что тебе сейчас об? Обычно. Ребята, мы приземлились в Милане. Время 23:49. Как видите, Милан нас встречает не самой лучшей погодой. Аня, выполняй работу оператора. Вот. Я весь мокрый. До ниточки. Да. Сегодня мы поспим, завтра мы встанем и поедем в интересное место. Да, на этом все. Пока. Так, мы прибыли в первый наш
Мы прибыли в первый наш пункт назначения. Это город Лекко. Называется он так, потому что он стоит на озере Лекко. Вот. Пойдем сейчас чуть-чуть погуляем, я посниму красоты, а потом поедем на другое озеро. Так, ребята, я припарковал свою машину. Классный вид у нас открывается с площади. Там находится памятник итальянскому философу. Вот та улица, на которой меня видели кадром ранее. Итак, ребята, мы находимся на озере Лока. Озеро с дорогами, построенными во время фашистского режима Бенито Муссолини в 1920-х годах. Сзади есть памятник партизанам против фашизма. Вот. Я хочу, чтобы оператор у меня занялся делом и показал, что тут есть. Ты стоял, Ну вот можно было мне уже перестать. Еще какой-то. Всем привет, ребята. Надеюсь, у меня хотя бы одну... Я не вставлю. Пользуясь таким красивым видом положения, в котором мы сейчас находимся, на кораблике, хочу рассказать о том, что, выплывая из озера Лока, мы плывем к озеру Кома. Озеро Кома располагается у подножия Альпийских гор. То есть эта гора, та, что дальше, вот за этой горой, это находятся Альпы. Вообще на озеро Кома находится туристический элитный курортный район Пеладжо. Озеро Кома третье по величине в Италии. Одно из... Вот что вот это вот зачем делать? Вот это зачем делать? Это что? Озеро Кома одно из самых больших в Италии, третье по величине, одно из самых глубоких. Ну и все. Все? Наслаждайтесь видео рядом и фото рядом. Люди уезжают смотреть на особняки знаменитостей, а меня привлекла такая вот улица. Она пропитана духом итальянцев. Да, нечего смотреть, я вам сейчас перешлю, дайте мне на телефоне, где этот аутлет. Поступила информация, что, оказывается, в этом поселке Пеладжо, который является элитным курортным районом, купили особняки Мадонна, Рональдиньо, Билл Гейтс, а также, если кто-то смотрел 12 друзей Оушена,
Кошмар. Если кто-то смотрел «12 друзей Оушена», здесь на одной из вилл снимали как раз этот фильм. Реально? Только что Я слушала. было сказано. Ну я не слушала. Вот, ребят, оператор тоже узнает это впервые. Вот так. Да. Мы заказали покушать. Мы взяли пиадинеря. Это такая лепешка, ну не лепешка. Представьте пиццу, будто ее пополам сложили. Получается такой вот полукруг с начинкой внутри. Мало спрашивает, почему мы так сели, и вот ответ, почему я так сел. Давайте пожрать с таким видом. Невероятно. Блядь, тут какая прикольная тема. Типа, чё? Где смеситель? What the fuck? Я такой, what the fuck? Откуда он вообще знает, что это рука? Откуда оно льется? Смотрите, тут нет нигде воды. Откуда оно льется? Что нахрен? Что нахрен? Оно льется? Оно льется, да, я не шучу. А тут нет ничего. Да, просто красная стена. Тут что-то. На самом деле, это кажется, но тут по факту это без кофеина и без сахара, и все остальное это просто Coca-Cola Zero и обычная кола. Просто только это Special Edition, типа, условно есть. Ну вот только без кофеина. Все остальное это просто обычная кола. То есть в Хачмагазе кол раза в 4 больше. Ванила у нас в Перекрестке даже продается. То есть я честно разочарован. Энергетиков тут тоже всего 3 вкуса. Ну, Монстр всего 3 вкуса было. Манговый, обычный и без сахара. Просто Red Bull, даже без вкусов. Что за херня происходит? What the fuck, guys? 10 тысяч разных вкусов. Приехал из Локо. В Локо мы сели в электричку. Из электрички мы приехали в Милан. Ну, уже в сам Милан прям. И такой вот вокзал нас встречает. Sorry, we don't have money. Sorry. Это какой-то уродский белый пенопласт. Вот. Но выглядит это так. Там Five Guys вдалеке виднеется.
пока. А, подожди. Вот такое невзрачное метро. Вполне обычное. Ребята, иногда хочется, чтобы при выходе из метро тебя встречал какой-нибудь интересный вид. Будь то любимая кофейня или красивый, не знаю, памятник. Но в моем случае это вот это. Вы поражены, я да. Давайте. С глаза шагаем. Так, если что, это про это место. Вот покажи. Я показала уже. Ты кафешку показала? Вот, это знаменитые миланские пирожки. Насколько они знаменитые, я не могу, конечно, сказать, что прям знаменитые, но большинство туристов, которые приезжают в Милан, выбирают между двух заведений. Первое заведение — это Луини, и второе — это Панцеротти, вот это Панцеротти, и второе — это будет с фокаччей. Бутерброды, сэндвичи с фокаччей, то есть вместо обычной булки используется фокачча. Вот. Поскольку к нашему отелю это было ближе, буквально метров 50, наверное, я в первую не зашел, и тут просто поменьше, а там побольше будут, поинтереснее, повкуснее. Вот мы туда и направляемся. Чем ты взял? Я думаю, там сыр будет тянуться. А ты что взял? Салями и сельдь. Я это хочу. Там булка одна. Итак, мы вышли из здания бесконечных бутиков и вышли на маленькую площадь, на которой находится итальянская галерея. Точнее, вот она. Это Палаццо Милано и театр Ла Скала. Ну, это очень популярный итальянский театр в Милане. Абсолютно какое-то невзрачное здание, однако, тем не менее, все равно остается красивым. Он поменьше, чем на самом деле я привык театры видеть, сравнивая с нашими. Он намного. Там какой-то симпатичный трамвайчик. Тут мы дальше что едем? Вот такой вот едем. Девушка такая забавная.
Ладно, я все-таки решил подснять эту красоту. Под песни Radiohead. Там где-то парень играет. Если что, он, по-моему, на русском сказал спасибо после очередной песни. Вау. Опиум? Белый опиум? Белый оп. И опиум дрип мясо. Не, мы в ту сторону вообще не. В ту сторону не ходили. Потом смотри, там еще вот эти церкви. Да, я вижу. Ну еще походим. Но мы в другую сторону сегодня. Ну, надо идти туда и туда. Мы поднялись на самую высокую крышу собора. Вот это, если что, вся очередь до того конца. Вот туда. Это очередь на А. Вот так. Так. Заканчивается это все на спуск. Ай. Впадло стоять. Честно. He liked to lead, but he would not explore. He'd call you once, he'd hang up twice. He wouldn't act very nice. He was a fool. He was a foolish man. He was a Мы находимся внутри. Внутри собора. На камере, может быть, не выглядит, но потолки очень высокие. Прям. He was a foolish man. He was a sad man. He didn't know. And then the nights were a constant haze. He used to dream constantly. There wasn't anything he could do while his mind. Даем итальянской пицце второй шанс. Мы в Uniqlo покупаем вещи, тут работает следующим образом.
короче, берется лисичку и кидается вот так вот. И она добавляется. После посещения магазинов мы пришли к замку Сфорцеско. Какие облака красивые. Вот так выглядит это внутри. В этом замке есть работы Микеланджело и Леонардо да Винчи. Да, но я не знаю, насколько будет возможно это посмотреть, но они есть тут. Во время прогулки случайно вышли, ну хотя мы изначально собирались, но мы случайно вышли на площадь, где находится Кастелло де Мария. В этом здании находится картина «Тайная вечеря». Вот так вот, да. Если что, билеты в Кастелло куплены на год вперед. Да, поэтому у нас не получится туда, скорее всего, попасть. Не наклоняй камеру. Grazie. Вот так вот я получаю навыки итальянского языка. Камеру я оставил в номере, но желание рассказать вам про сегодняшний мой выбор блюд в номере оставить не получилось. Аня взяла себе цезарь-салат, рассчитанный на деревню в Африке. Взяла себе пасту. Мама взяла себе пиццу с буратой. Я взял себе пасту аматричана. И мы еще попробуем гночи. Вот так. Все, пока. А ты какой вопрос? Мы находимся в главном Старбаксе Милана, в котором можно увидеть, как перемалывают зерна и вообще получают кофейные напитки. Вот я уже ранее показал, как это будет. Женщина сзади меня разбила кружечку. Бра.
ребята, угадайте, где я? Я в Five Guys. Сейчас будем с вами напиточек набирать. Давайте вот так сделаем. Я сегодня хочу... Хрен знает, что я хочу. Хочу вот это. И что это все значит? Давайте оранжевое. Yes, sir. Итак, вот такой у меня бургер. Огромный. Сейчас мы его откроем. И бам! Чекайте, ребят. Ой, фак, он жирный просто, мерзу руки. Я просто открыл, он жирный. Если честно, я похавал знатно, но проблема с новыми фастфудами это то, что там все бумажное. Канчик размокает, трубочка размокает, а еще европейцы сделали крышечки, которые не отсоединятся от бутылки, которые я тоже ненавижу. Что-то вы не туда куда-то, ребята, идете все. Давайте на пластик все.